Так, попалась какая-то плата от CD. Я думаю, это CD-магнитофон какой-то был, скорее всего. Потому что лазерная головочка здесь, моторчик. Сейчас моторчик снимем, уберем отдельно. Плату снимем отдельно. Ну, в общем, разберем по частям. Давайте посмотрим, что и к чему. Что тут вообще внутри интересного есть. Так, для начала... У меня здесь забрали нужный инструмент, так что придется шестигранник пока подручными средствами раскрутить. Это радиатор на транзистор крепится здесь. Так, дальше. Здесь еще одно крепление для радиатора. Но чтобы до него аккуратно добраться, снимем сначала шток, рельсу для... по которым двигается сама головка. Вообще-то, ну-ка посмотрим. Да, механизм удобно сделан, конечно, но никуда не применить, а в ближайшей поделке будет валяться сейчас какое-то время. Так что лучше разобрать пока, пускай лежит по баночкам, а там уже соберем как надо. Так, раз. Так. Чтобы снять нам шестеренку, нужно будет сдернуть ее с шайбочки сейчас. Сейчас мы это сделаем аккуратненько. Снимаем шток в коллекцию. Сдергиваем стопорную шайбочку шестереночки. Опа. Снимаем аккуратно одну шестереночку, вторую. Это на моторчике остается. Так. Сама со шлейфа тут. Эти резиночки крепежные тоже снимаем. Полезная штука. В некоторых поделках нужны бывают. Так, и теперь нам надо посмотреть, как снять вот этот вот шток. Нет, он просто так не сдергивается, да? Нам надо его снять, чтобы добраться до внутренней части. Сейчас подумаем. Сняли мы его с моторчика. Сейчас открутим крепежные шурупы этого моторчика. Мы их оставим, закрутим обратно. Потому что иногда, когда делаешь поделочки, нужно искать эти шурупы, чтобы закрутить на моторчик, закрепить. А их обычно под рукой не бывает. И приходится искать. Так, когда все в комплектующей на месте, очень удобно. Да, забрали у меня ключи с шестеренками. Там делают поделочку себе, блок питания, ребята попросили ключики. Приходится подручным инструментом мучиться.
И вот это сюда. Так, теперь на место закрутим сначала. Ну все. Осталось распаять. Что у нас тут за транзистор? На таком хорошем радиаторе крепится, интересном. Транзистор у нас D2058. Хорошие конденсаторы. Так, здесь еще 10 микрофарад 100 вольт. Так, вот этим конденсатором мне нужны будут. Вот это крепление для транзистора тоже оставлю. Иногда очень нужно бывает. Последний собирал поделочку. Блин, искал эти радиаторы. Нужны были, конечно, мощные радиаторы. Даже такие слабенькие были радиаторы. Искал помощнее. Ну вот теперь в кучку собираю. Пускай лежат. Так. Ну вот берем сторонку. Здесь еще одна лазерная головочка лежит тоже. Все это в кучку. Плату на распайку. Здесь у меня 3-дюймовая дискетка еще лежит. Тоже давайте сразу разберем, чтобы не валялся лишний хлам. Пружинку отдельно. Так. Что у нас тут? Сразу давайте снимем вот этот крепежный шурупик. Вот он один. Сразу мы здесь снимем. Сразу говорю, он не рабочий. Поэтому здесь валяется. Обычно такие вещи у меня лежат, я их отдаю ребятам. У меня друзья занимаются всякую технику компьютерную. Конструируют, переделывают. Я им отдаю. Бывает иногда нужны. Вы не поверите, но некоторые старые сервера до сих пор пользуются такими дискетками. Как неудивительно. Так. Нам надо снять сейчас защелки, чтобы снять крышечку, да? Так, потом надо снять пружинку. Которая всегда пригодится. Снять планочку. Так, теперь, согласно механизму, надо как-то его выдвинуть, не помню. Он даже тут в воде стоял, окислился весь. Если присмотреть, под дождем валялся. Его принесли вообще с улицы. Он буквально, лет 8 точно примерно провалялся на улице, потому что это здание, откуда принесли платы и вот эти вот детали. Крыша лет уже 8 как здание развалилось. И вот решили там убрать это здание, грубо говоря. И оттуда все платы, всю электронику. Кипов там притащили, мне притащили тут на ремонт запчасти брать. Кто-то писал, что вот на вот эти вот
на этих вот головочках какие-то есть дорогостоящие металлы, в общем, дорогостоящие какие-то есть. Даже понятия не имею, если честно, но надо как-то почитать ради того, чтобы хотя бы знать. Так. Как же тебя выдвигают, я уже забыл. Она, походу, закисла жестко, что не хочет выдвигаться уже. Придется брать на излом, походу. Да, вон сколько окиси здесь. Так. Здесь есть, а вот это теперь надо как-то раскрутить, болты будут. Один. С таким скрипом ржавые болтики выкручиваются. Смотри, как ни странно, а с этой стороны окиси мало, как будто и воды-то не было. Ладно, посмотрим, как с другой стороны выглядит. С этой стороны вон видно, влага попадала сильно. Но кнопочки работают. Позолоченный вид контактов вроде выглядит позолоченным. Тут вообще окиси много. Так, давайте посмотрим, как нам разобрать вот эту крышечку. Как нам до моторчика добраться теперь? Да. Крепеж. Давайте высовывайся. Сюда вылази. И все. Так, снимать некоторые пружины. Да. Вот сейчас плату снял, тут такой запах пошел. Прям сырости и плесени.
пружинки я снял. Так, пружиночки я снял. Ну и все, моторчик снимать не буду, заморачиваться. Тем более болты окислили здесь. Тут металлолом выкинем. В общем, это на распаечку. Пружинки на запчасти. Такой небольшой видеоролик со старыми окислившимися деталями. Всем спасибо, всем пока.